Каждая страна, религия или нация всегда отличались своими традициями и обрядами. Будь то свадьба, встреча весны, обрезание, задобрение духов или похороны. И, на мое удивление, одной из самых популярных экскурсий в разных странах оказалось, что бы вы думали, посещение кладбища. Да, люди всегда интересовались загробной жизнью, ритуалами захоронения или омовения других стран и религий, процессом погребения и сопровождаемыми секретными ухвалами. Знаменитые всем известные кладбища во Львове, Каире, Париже, Лондоне, благодаря которым возможно узнать местный народ, их культуру и историю глубже и порой абсолютно с иной стороны. И сегодня я хочу показать вам мусульманское кладбище в Дубае. В стране, в которой мы живем, я пытаюсь узнать и понять местные традиции и особенно причины их появления. Так сказать, откуда растут ноги и почему именно так. Поэтому стараюсь показывать вам, помимо знаменитых туристических маршрутов, еще и локации с местным колоритом и атмосферой. Я была на мусульманских кладбищах, но, живя долгое время в Дубае, я стала задумываться, как же хоронят людей в пустынной местности и как выглядит место захоронения в стране, где 90% населения– это приезжие из разных стран. Итак, мусульманское кладбище по своей основной функции не отличается от других кладбищ. Расовая или национальная принадлежность человека не имеет значения. Важно, чтобы все время своей жизни он соблюдал законы исламской религии. Ислам– это строгая религия, и она категорически не допускает кремацию и погребление тел на христианских кладбищах. Мусульманские захоронения всегда обращены в сторону Мекки. Это святой город, в котором находится главная святыня Кааба. Это сделано не только в соответствии с правилами шариата, но также и для того, чтобы пришедшие на кладбище знали правильное направление для молитвы. Ислам поощряет скромность и сдержанность правоверных, потому мусульманские могильные памятники почти не бывают броскими и помпезными. Хотя сейчас надгробия есть на большинстве мусульманских могил, в течение многих веков они считались излишеством. На мусульманских памятниках фото или портрет усопшего не размещается, так как Коран запрещает изображение людей. Если вы, например, были в Турции где-нибудь в Каппадокии, в подземных городах, в которых укрывались христиане, или в других древних храмах, как, например, в Мире, где проповедовал Николай Чудотворец, думаю, вы обязательно замечали, что на расписных стенах или фресках сечены глаза. Именно потому, что ислам запрещает изображение поклонения человеку. Поэтому только глаза и лица стирали с росписи и рисунков. Допустимыми украшениями надгробия считается полумесяц или скромный орнамент, а также текст в виде аятов, строк из Корана. Согласно Суне, могила может иметь небольшой холмик. Можно также поставить камень, на котором будут написаны фамилия, имя и имя отца, а также годы жизни, не более того. Превращать могилы в нечто особо выделяющееся, а тем более в мавзолеи, канонически запрещено. С точки зрения ислама, сколь бы ни был великим человек при жизни, он ее покинул, и могила его должна быть скромной, не выделяющейся из общего ряда могил.
А вот интересный факт по поводу года жизни, указанного на надгробии. Иногда можно заметить не совсем понятные цифры. По сути, относящиеся к другому календарю, мусульманскому, или как его еще называют, календарю хиджры, который, кстати, до 2016 года использовался как официальный календарь в Саудовской Аравии и отличается от нашего примерно на 600 лет. Могила сооружается по-разному, в зависимости от рельефа местности, в которой живут мусульмане. Шариат требует хоронить тело таким образом, чтобы не ощущался запах, и хищники не могли бы вытащить его. Поэтому роется могила глубиной не менее 1,5 метра. Длина и ширина которой должны быть такими, чтобы в ней мог расположиться не только умерший, но также и человек, который будет его укладывать. В могиле для умершего делают специальную нишу, в которую его укладывают на бок, головой в сторону кибле, и обязательно закрывают сверху подобием кирпичей или деревянными дощечками. Их должно быть ровно 9. В наши дни нишу практически никто уже не делает, а вот тело продолжают накрывать деревянными досками. Согласно поверьям, когда начинают засыпать могилу и читать первые молитвы, умерший только в это время понимает, что хоронят именно его, и иногда пытается встать и, ударяясь о деревянный настил, падает обратно. По сей день имамы, читающие молитву на могиле, часто рассказывают такие случаи. Обычно хоронят человека как можно скорее. Правоверного мусульманина обязательно должны похоронить в день смерти до захода солнца. Если человек умер ночью, то хоронят его на следующий день, и также нужно успеть до заката. Также у мусульман есть поверье, что чем больше человек присутствует на похоронах, тем лучше для умершего. Поэтому если человек скончался, к примеру, в четверг утром или даже в среду поздней ночью, то иногда стараются хоронить в пятницу на джума-намазе, так как в этот день может прийти больше людей на проводы умершего. А также это применяется в случае, если нужно дождаться родственников издалека. Хоронят умершего на ближайшем кладбище. Такая поспешность объясняется жарким климатом южных стран, откуда по свету и пошел ислам, в котором тела начинают разлагаться очень быстро, а затем уже правила были вписаны в шариат. Привет. Как ты тут? Удачи. Привет. У могилы собираются исключительно мужчины. Женщины оплакивают дома, и опускают тело в могилу тоже мужчины, даже если это тело женщины. Засыпанную могилу обязательно поливают водой, чтобы земля быстрее уплотнилась. А в дальнейшем, когда приходят на кладбище, все стараются поливать могилу, поэтому везде можно найти лейки и кувшины. А также здесь, как видите, есть целые огромные баки с водой, специально для того, чтобы родные приходили и поливали могилу и растения. В Турции, например, тоже в мусульманской стране, можно найти мальчишек, подрабатывающих на кладбище именно тем, что они носят воду для родственников, которые поливают могилы своих родных. Или же за отдельную плату они могут от их имени полить могилу, если те находятся далеко.
Из необычного это здесь в песок подмешивают немного эдакого цемента, чтобы насыпную часть могилы не разносило ветром. И также здесь ждут год, чтобы могила осела для установления надгробного памятника. А еще, думаю, вы заметили, что на этом кладбище очень много так называемых забронированных мест для родственников и семьи, которые хотели бы быть захоронены рядом. Между могилами обязательно должны быть проходы. Верующие люди, которые посещают кладбище, должны легко проходить к могилам. Нельзя наступать или переступать, или сидеть на могилах. Поэтому те, кто часто сюда приходят, могут оставлять стулья, как вы видели до этого. Когда мусульманин проходит мимо кладбища, он читает определенный отрывок из Корана. А также, по словам моего супруга, они должны молиться перед каждой могилой, которую видят и чье имя прочли. Поэтому у них не приветствуется показ могил и кладбищ, например, в фильмах. Но я, если честно, такой информации в первоисточниках не нашла. Шариат строго запрещает хоронить умершего человека в одежде. Его окутывают в саван. Хоронить мусульманина на немусульманском, а не мусульманина на мусульманском кладбище также строго запрещено. Согласно шариату, вся жизнь предопределена Создателем и подчиняется Его воле. Якобы в Коране говорится, что еще ни одному человеку Аллах не дал вечной жизни. Шариат имеет четко построенную систему правил, по которым человек переходит в загробный мир, и каждый мусульманин с детства знает, что после смерти он будет держать ответ за поступки, совершенные им в течение жизни. Не бойтесь интересоваться новыми религиями и традициями, чужими уставами и образом жизни, ведь за всем этим стоит великая история и культура. А кто знает свое прошлое, уверенно будет идти в будущее. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Жду вас обязательно в комментариях. А также переходите на канал, где масса интересных роликов о жизни за границей, и до встречи в новой локации. Пока-пока!